O1 превью, O3 Mini, кстати, появился превью, GPT-4o и Claude 3,5 Sonnet. И Copilot, я даже не знаю, для чего он хорош, он еще, короче, не доделан, давайте так. Он что-то может сделать, где-то что-то помочь, но целиком и полностью ориентироваться на него как на инструмент, главный и единственный инструмент разработки, это такая вся история. Поэтому, видите, чего есть интересная тема? У него есть 50 бесплатных запросов к любой из моделей. Видите, а самое это главное. Нет, видите, XS2 O1 и O3 Mini нет. Значит, есть что? Значит, получается, есть GPT-4o и доступ к Claude 3,5 Sonnet. 50 запросов в месяц. 50 запросов это, с одной стороны, немного, а с другой стороны, это замечательно. Потому что на самом деле, если вы только стартуете, хотите вообще в целом проверить эту историю, то, пожалуйста, вот вам вообще бесплатная история. Вы либо скачиваете, короче, единственное, что вам надо сделать, это зарегистрироваться в GitHub, либо запустить CodeSpace, да, опять же бесплатно, и у вас есть 60 часов в месяц бесплатных CodeSpace. Либо же скачать весь код, установить себе Copilot и Klein. Что делаем дальше? Так как я уже сказал, то что Copilot не сильно сам по себе интересен, но при этом что есть? Мы заходим в Klein, идем в settings и в API провайдерах выбираем она только-только у них появилась, буквально, я так понимаю, неделю максимум функция. У них появился VS Code Language Model API как провайдер. А что это значит? Это значит то, что нажимая эту тему и выбирая, видите, чего здесь у нас? У нас здесь как раз Claude Sonnet есть. Выбирая его, мы получаем бесплатное использование в виде 50 запросов в месяц Claude Sonnet. И это на самом деле очень круто. Очень круто. 50 запросов вполне себе хватит сделать что-то, если вы правильно и четко структурируете, что вы хотите, за 50 запросов вы это сделаете. То есть, перевожу, вы, давайте сейчас так и сделаем. Сейчас все объясню. Так, чем мы еще пользовались? Чем мы еще пользовались? Блин, а тут нельзя, что ли, в этой форме писать? Да. Такая история. Ладно, давайте тогда идти текстом.
Значит, у нас какая история есть, какая есть история. Так, ну здесь не пишется. Сейчас мы... Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я точно не помню, потому что, видите, здесь не пишет, сколько конкретно доступно сообщений в визиру Dev. Ну, условно говоря, давайте так, где-то штук, наверное, давайте вот так вот 7. Тоже 7 примерно. Значит, какая у нас история? У нас есть возобновляемый ресурс бесплатный в виде bolt.new, либо v0dev, которые нам предоставляют около 7 сообщений в день. То есть каждый день можно бесплатно, совершенно спокойно, ведя проект, продолжать разработку. Продолжать бесплатно абсолютно разработку. Есть еще Lovable и Windsurf, но они одноразовые в плане бесплатного фритира. То есть у них то ли 10, то ли 20 сообщений есть. Но потом все. Потом они обрубаются. У них нет возобновляемости. Сейчас. У них нет возобновляемости бесплатного использования. И как только вам, условно говоря, наскучит, или вы поймете то, что вы уперлись в потолок разработческих возможностей Bolt и Vizero Dev, у вас появляется 50 бесплатных сообщений, связка Klein, который бесплатный, да, просто это расширение в VS Code, и Claude 3.5 Sonnet. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, вот этот вот фритир, и будет ли он изменяться. Но пока вот такая есть интересная история. И это очень круто, да. Есть еще курсор, да, его активно рекламируют, но
А у него очень все просто. Заметьте, у него ровно те же самые параметры, что и у GitHub Copilot. То есть они тупо подключили вот эту вот историю. Ровно так же, как Klein использует это дело. 2000, здесь просто вот не написано. А, вот, все, да. Real-time code suggestions. То есть в чем прикол? 50 на 2000. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что у вас есть бесплатно 50 возможностей инпута, да, то есть 50 возможностей в месяц дать задание директивное. Но при этом, да, сам, сама EDI может интерпретировать и стараться выполнить ваши задания до, до 2000 раз в месяц. То есть, по большому счету, это очень хорошие параметры, чтобы безболезненно попробовать эту историю. То есть вы можете, к примеру, от 1 до 7 дней, в зависимости от того, когда вы упретесь в потолок данных моделей в части разработки, спокойно на возобновляемых историях обитать на bol.new и v0dev. И потом, да, можете закончить вполне себе проект, перейдя в VS Code и добив его в VS Code. То есть, давайте посчитаем. У нас получается, значит, либо у нас 7-48. Я правильно посчитал-то, господи, боже мой. Или 49. Кошмар какой. Секунду. 49. Так, только ты меня не удаляй, все. У нас с вами здесь есть а, от 7 до 49 сообщений, да, ну, допустим, вот за неделю можно сделать. И здесь мы получаем тоже, да, то есть у нас оверолом, так, а что-то плохо, да, видно, сейчас, вот, так получше, да. То есть, вот у нас история, которая нам, да, у нас есть абсолютно бесплатная
абсолютно бесплатная тема, как можно, по большому счету, а, действительно, 99 сообщений за месяц, это на самом деле, с одной стороны, на крупное, конечно же, не хватит, да, то есть здесь не надо себя обманывать, на крупное приложение не хватит. Но на вполне себе не статическую страничку, с подключением какого-то API и так далее и тому подобное, а, этого достаточно. При этом мы можем расширить нашу историю а, через, через еще кое-что. Сейчас я вам покажу. Значит, каким образом мы можем сделать некий, давайте так, оп, а, давайте AI, назовем это автоматическим, да, development flow. Имеется в виду то, что вот в этой истории мы лишь даем команды, то есть мы ничего никуда не добавляем, ничего никуда не вставляем и так далее. Но при этом у нас есть следующая история, то что у нас есть некий сет расширения. Expansion set. Значит, что можно делать? В конце концов, это если нам не хватило нашего абсолютно бесплатного месячного лимита в 99 сообщений, что мы можем сделать? Мы можем сделать а, следующую историю. Мы можем у нас есть. Мы не рассматриваем бесплатные чаты сонета. Почему? Потому что вы не сможете. Ну, его можно использовать, да, то есть там есть где-то около сообщений 7, даже, наверное, не 10 в день. Но проблематика в чем? У него очень маленькое окно контекста. То есть вы не сможете туда кинуть большой кусок кода в надежде, что он что-то вам предоставит. Тем более на бесплатном чате Сонета они очень любят часто вырубать хайку. То есть менять модель на более, ну, на менее сообразительно. Поэтому у нас как звучит, как звучат, как звучит задача. Нам нужен бесплатный вариант с довольно-таки большим окном контекста. И в этой ситуации это только Google AI Studio, который подразумевает окно контекста в миллион токенов чат, а миллион токенов это
Ну, тут, знаете, как сложно сказать. Это либо может быть вообще вот 5-7 сообщений, а, с учетом того, что сюда мы, скорее всего, придем уже, когда вот это выбрано, значит, у нас уже довольно-таки большой проект. Ну, давайте рассчитывать это, наверное, на 7 сообщений. Я только не помню. А, Проблема у нас в чем? Проблема у нас в чем? Input pricing, input pricing, output. Здесь не показывает Gemini 2.0 Experimental, потому что pay as you go. Так, здесь что нам пишут? Вот у нас здесь есть input в 128 тысяч токенов, а output ровно такой же. Это очень хорошо. Но только единственное, у них ограничен ответ 8 тысяч, так что здесь как-то странновато. При этом... вот. 1500 реквестов в день. Это хорошо. Но я, честно говоря, не знаю, насколько это... Ну, давайте вот так. Чат. И я что-то не уверен, то, что прям в каждом запросе, в каждом... Ну, это, скорее всего, вот так, то, что в одном чате вы можете, в одном промпт-чате вы можете проговорить, потратить не более 1 миллиона токенов, а всего, ну, то есть мы не знаем, сколько это может быть запросов, это может быть 7-8 запросов. А всего у нас типа 1500 запросов в день. Видите, rate limit free. 10 RPM, 1500 rec day. А, Это здорово, это здорово. Если это правда, ну, скорее всего, это правда, нам нет смысла не верить Гуглу, то вот у нас здесь есть, а, давайте так, безграничный, вполне себе очень хороший аналог. То есть, ясное дело, что Gemini второй похуже Клода Сонет. Но при этом его достаточно. Давайте-ка мы сейчас посмотрим. Overall это здорово, здорово. Так, что у нас тут? Full leaderboard. Кодинг. Кодинг, кодинг, кодинг. А где Клод-то? Клод вот он. Аж. Аж вот здесь. 10. Аж как это считать? Это хорошо или плохо? Это очень странно, потому что почему у них в кодинге Gemini R1
Тут надо, понимаете, вот здесь кодинг действительно, может быть, они непосредственно в кодинге, они могут быть лучше Клода. Но проблематика в чем? Заметьте, DeepSeek V3, он под Клодом находится, да? Э, И вот это, скорее всего, правда, нежели чем вот эта вот история. Почему? Потому что они могут лучше писать код, но они тупее Клода, они хуже структурируют. То есть они могут делать простые задания, но когда вам надо удерживать некий объем информации и учитывать, с Клодом сложно пока соперничать, несмотря на вот эти вот бенчи, потому что, опять же, бенч непонятно на чем проводится. Если это с нуля, да, то есть zero shot, это одна история, да, действительно они могут быстрее Клода что-то собрать, я не спорю, это вообще не обсуждается. Но если вы уже глубоко в проекте, вот действительно глубоко, то соображалка понимания у Клода лучше, чем у этих ребят. Но, тем не менее, с другой стороны, давайте посмотрим. Нам говорят, что Gemini 2.0 Flash, да, а у нас он, я не знаю, Flash, он не Flash, он, скорее всего, вот Experimental, вот этот вот. Он на первом месте. То есть, возвращаясь к этой истории, у нас с вами есть бесконечный, абсолютно бесконечный а, сетап для разработки приложения. Да, вот этот блок, он подразумевает то, что вам придется забирать куски кода, проблематику, осознавать проблематику, думать, что забрать, что показать и так далее. И это накладывает определенные сложности, потому что порой надо забрать не просто кусочек кода, а надо забрать несколько файлов, ну то есть несколько полноценных э, связок функций, друг с другом связанных, и быть буфером понимания того, что сломано, что на что влияет и что надо чинить, то здесь вам придется, вот в этой истории вам придется включать голову, причем мощно, потому что, ну, такая. Вот. Но с другой стороны, смотрите, это абсолютно данный сетап нам позволяет в абсолютно бесплатном режиме получить вполне себе достаточно по функционалу рабочее, задеплоенное приложение. Да, вот этот вот блок будет сложен крайне для человека несведущего, и сюда, наверное, не стоит лезть. Но, тем не менее, смотря что вы собираете. То есть, вот этот блок, а, он очень хорошо помогает в рамках истории, если вы собираете Python ноутбук в Google Colab. То есть там можно спокойно сидеть в чате Gemini встроенном и вполне себе м, э, вполне себе получать достойные результаты. Но заметьте, это еще не все. Это еще не все. Давайте сейчас я сделаю вот так. Потому что на самом деле мы можем еще расширить эту историю. Каким образом? А таким то, что добавив DeepSeek чат и QNLM чат, не как дополнительные
не как дополнительную историю необходимости поиска бесплатных сообщений, а как историю альтернативного взгляда. Да, то есть, если вы, давайте я сейчас объясню. Ща. Так, ну давайте посмотрим, сможет ли он сие сотворить. Будет интересно. Я расскажу, что я написал, вот по факту, чего он тут нам нафигачит. Так. А, кстати, неплохо, Сейчас, давайте проверим логику. Что я сказал? Я говорю, то, что мы стартуем нашу разработку. Мы стартуем нашу разработку с того, что мы с вами пошли и начали что-то делать в bolt.new либо v0dev. Да? Дальше, если мы с вами столкнулись с... Вот интересно. Вот смотрите, да, Miro AI. Ну ладно. Если мы с вами встряли, застопорились, либо на том, то, что мы устали использовать, ну, нас не устраивает скорость разработки в части того, что там всего лишь 7 бесплатных сообщений, может быть даже и меньше в рамках того же самого Bold.new. 200 тысяч токенов это на самом деле крайне такая маленькая история, это может быть и 3-4 сообщения в день. Если мы устали от скорости, либо Bold.new или V0dev не могут, они столкнулись с той проблематикой, которую они не могут решить, да, то есть unfixable errors, мы с вами ну да, вот здесь, знаете, как не совсем так. Здесь должно быть вот так. Да, то есть мы говорим или и. Да, все-таки немножко написал нам не то. Ну, сейчас заодно и поправим. Это не проблема непосредственно AI, это вот так нам надо сделать. Оп. И, ну здесь тогда оп. Вот, сейчас вот так. Итак, мы говорим, если мы или встряли с неразрешаемыми проблемами при разработке, да, то есть ошибки, которые нельзя полечить, либо же мы устали от фритира, то мы скачиваем проект, идем либо в VS Code, либо в CodeSpace, ставим Klein plus Pilot Extensions, да, то есть мы ставим Klein плюс Copilot, дальше мы выбираем в
Выбираем Copilot VS Code LM API в клайне как API провайдера. И давайте вот здесь кое-что вставим. Тык-тык. Далее, если мы с вами уперлись в фритир, потому что мы здесь в меньшей степени упремся в неразрешаемые проблемы. Это очень такая история редкая, но тем не менее можно использовать вот эту вот тему. А если мы с вами не уперлись, да, никуда, то продолжаем кодировать, да, и здесь у нас что? Правильно, нам надо кое-что добавить. Вот так. Так. Сейчас. Тык-тык-тык, тык-тык-тык, тык. Если мы уперлись в бесплатные сообщения, то мы идем в Google Studio и начинаем там, да, Continue Development. Если мы сталкиваемся в Google Studio с проблематикой того, что не можем что-то полечить, то мы идем в DeepSeek или QNLM, находим решение и продолжаем кодировать. Здесь нас что ждет? Здесь нас ждет, значит, ну все, да. Здесь у нас что? Нам надо здесь вот так тык-тык-тык поставить, да. А дальше мы получаем профит, да. Вот наш некий план абсолютно бесплатной разработки. При этом вот здесь, если мы упремся, мы можем использовать также но тут вопрос, здесь надо, конечно, смотреть. Есть и давайте в Google AI Studio и продолжаем. Кодировать. Либо же мы можем сделать что? Мы можем сделать. Мы можем воспользоваться бесплатными API провайдерами, но они крайне сильно ограничены. То есть у нас есть по сути тот же самый Gemini. Мы можем подключить через API, получив API-ключ в Google AI Studio Gemini, но он там очень сильно ограничен, и он сразу, вот я сколько раз не пытался, он почему-то у меня сразу вылетал в квоту. То ли там окно контекста маленькое, то ли еще что-то.
Я этим сильно не пользовался. Почему? Потому что не было необходимости, потому что я только на Клоде обитаю и все остальное использую только лишь как некое подспорье. Но тем не менее, заметьте, вот вам а, план полноценный разработки. Что это значит? Это у нас не абсолютно. Давайте так. То есть полноценная Zero Code, полноценная разработка с нулевым знанием кода. Звучит немножко, конечно, кликбейтово, но тем не менее, если вы делаете что-то простое, то вы вот в таком формате, а если, тем более, если вы хоть что-то понимаете в коде, хотя бы чуть-чуть, вы не разработчик, ну, допустим, тестировщик, либо юный разработчик или новый разработчик, который только-только учится и так далее. Вот если вы можете хотя бы немножко делать код-ревью, хотя бы понимать, что там написано, хоть какие-то там понимать строение алгоритмов, функций, рекурсии, ну, рекурсия, ладно, сложно, не нужно. Даже асинхрон можно это, сильно им не упарываться. Вот если вы хотя бы понимаете, что такое функции переменная и как они используются, а, вас вот здесь, да, вот в этой истории может ждать успех. По крайней мере, вы сможете собрать за пару недель, давайте так, ну это потолок. Если вы что-то собираете легкое и простое, вам достаточно 3-4 дней максимум первый раз. Первый раз. Каждый последующая разработка будет много быстрее и много проще. Вот. Вот она история. Все, пожалуйста. Абсолютно бесплатная. Вы здесь не тратите ничего. Ничего вам здесь не нужно, кроме вас самих. Так, с этим разобрались. Это хорошо. Давайте-ка мы продолжим историю с тем, а, с чем должны. Значит, здесь надо кое-что починить, но перед тем, как что-то чинить, перед тем, как что-то чинить, я вам хочу продемонстрировать, что же у нас получилось. А получилась у нас, собственно говоря, вот такая вот история. Так, сейчас. Как бы, давайте вот так вот сделаю, чтобы было видно. Вот так. У нас абсолютно рабочая история. Кое-что не работает. Да, давайте сразу. Кое-что, как обычно, блин, не работает. Я его только запустил, поэтому мало информации поступило. Я до сих пор не увидел ликвидации. Не знаю, есть они вообще, нет. Посмотрим. У нас, блин, оно, конечно, притормаживает добре. У нас есть проблематика с current price, и пока вот не работает, я как раз сейчас чиню вот order book индикатора, не пашет. И ликвидации я что-то так и не увидел. Но тем не менее, у нас есть график, у нас есть
time and sales tape, да, то есть мы видим, ну, практически в прямом режиме. Почему? Потому что здесь все-таки есть программно установленные задержки, чтобы, видите, он как тяжело идет, ему как-то тяжко, я не знаю почему, но разберемся с этим делом чуть позже. Может быть, надо какое-то кэширование сделать, может быть, надо завести базу данных, чтобы туда все складывалось, потому что сейчас не было такой задачи, и, ну, есть некий такая вот какая-то фигулька. Значит, цена есть, хорошо. Э, Трейдинг волюм тоже идет, тоже окей, но надо смотреть, здесь я не проверял на правильное отображение. Точно ли у нас сейчас больше покупают, нежели чем продают? Не знаю, надо вот эту тему проверять. Net volume. Так, с net volume какая-то качеля. Что-то поломалось. RSI вычисляется. On balance volume тоже вычисляется. Формулу еще не проверял, ну, какие-то что-то тут идет. Крупные сделки отображаются. Кумулятивка по проторгованному объему есть. Тоже пока не проверял. Была задача это дело стабилизировать. Order book показывается, но пока в крайне, честно говоря, непонятном виде. Вот, но тем не менее оно работает. Черт побери, оно работает. Ясное дело, что все такое пока не клиентоориентированное, но тем не менее. У меня остался час с прошлого дня. Я его просто продолжаю. Нахожусь сейчас на как раз бесплатном Copilot режиме. Посмотрим. Вчера уперся в квоту. И я, честно говоря, не понял. Вернее, как, я вчера находился в бесплатном Copilot режиме. Дальше я посмотрел, а сколько стоит. И знаете, тут такая история интересная. А, Они о чем говорят? Они говорят то, что если ты берешь за 10 баксов в месяц их про тир, вы посмотрите, они говорят, что здесь бесплатные, бесконечные сообщения и итерации. А самое главное, вот видите чего? Получается, я за 10 долларов в месяц получаю бесконечный клод 3.5 сонет. Давайте так, чтобы вы понимали, сколько я потратил в этом месяце на платную историю. Всем покажу. Вот, чтобы вы понимали, я положил 2
За этот год, за январь я положил 60, 72, 96, ну 90 там 8, 100 баксов я положил. И при том, что, заметьте, 60 с копейками баксов я положил 29-31 января. Вот сегодня у нас 5, а на самом деле 3 февраля они у меня уже закончились. Они у меня уже все потратились. А, то есть на самом деле разработка на Сонете, она может стоить в рамках пэт-проекта или еще чего-то довольно-таки больших вложений. Вот. И если вот это правда, если вот это правда, то вы представьте, 100 баксов может хватить на 10 месяцев, и это какое-то чудо чудное, потому что и Real-Time Code Suggestions Unlimited, да, и здесь Unlimited этих бесплатных, ну, Unlimited сообщений в чат. Поэтому я взял себе вот этот вот тариф, ну потому что, блин, он реально дешевле в 10 тысяч раз дешевле, нежели чем прямой доступ к API. И так, типа мы что-то там починили. И попробую использовать его. Да, то есть вот смотрите, мы заходим вот сюда, Settings, вот выбираем VS Code LM API, и вот Copilot Claude. Copilot Claude. При том, что здесь и есть другие модели, пожалуйста. Вот O3 Mini есть, да, там 3.5 Turbo, но это, конечно, дно. Но тем не менее. Давайте глянем, что у нас получилось и чего у нас обновилось. И обновилось ли у нас чего-либо. Нам надо запустить, еще раз перезапустить проект. Для этого мы жмем терминал, новый терминал. Здесь выбираем Bash. Я не знаю почему, потому что так надо. Потому здесь пишем npm run dev, жмем Enter и ждем запуск. Запустился у нас на 3000 хосте, но мы на нем и были. Давайте еще раз перезагрузим и посмотрим, были ли какие-либо изменения.